Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами снова путешествуем по району Соли. В первой половине, в том видео первом, я показывала вам район Соли немного и потом проехала по набережной в сторону Теджи. Сегодня я хочу проехать от полицейского участка в другую сторону, показать набережную, саму набережную Соли. Мы посмотрим, что там сделали или вообще ничего не сделали. В общем, как всегда, ребята, я вас беру с собой, вы будете смотреть все своими глазами. Я поверну возле вот этого Сите. Сейчас я стою на трассе Д400. Это Сите Денис Йылдыз. И спущусь в сторону моря, на набережную. И проедем в сторону города, туда, ближе к Сая парку. В общем, посмотрим, что там есть на набережной. Присоединяйтесь, кому интересно. Погнали смотреть. Как я и говорила в прошлом видео, что напрямую от Теджи невозможно доехать до центра города. Набережная, она разделена участками. Вот полицейский участок, например, да, там невозможно проехать, все перекрыто, ну, запрещено. Поэтому я проехала чуть дальше и вот спускаюсь вниз. И мы сейчас с вами выедем на нашу набережную в Соли. Я выхожу на набережную. И смотрите, ребята, здесь поставили скамеечки, всю территорию, видите, ленточками отгородили. Будут сеять траву. Я хочу проехать вперед. Здесь не такой большой участок. Посмотрим. Видите, здесь и деревья все новые посадили. Сразу полив делают. Такие шланги синие, потом оденут распылители. И все будет поливаться. Вообще в этом году везде набережные благоустраивают, особенно в Теджи, вы же знаете. Я все время снимаю. Вот здесь такие, смотрите, как красиво, да? Деревья, можно посидеть. Это, скорее всего, здесь от Сите есть кафешечка небольшая, и люди сидят прям под деревьями, пьют чай и отдыхают. Здесь гостиница. Вот если ехать из трассы Д400, ее видно. Но это вот другая сторона. Везде котики. Видите, домики, как для животных все делают. Здесь тоже старые Сите. Ой, какие вдали, вот там, я не знаю, видно вам, не видно, наверное, деревья сиреневые, просто все в цветах. Такая территория хорошая. И вот я сейчас доезжаю, где полицейский участок, дорога заканчивается, все, дальше невозможно проехать, тупик. Как я и сказала, что вот дальше уже тупик, и, ну, все ограждено, что для выхода в море, что пешеходной зоны нету. Поэтому я сейчас вернусь и проедем уже туда, куда запланировали. Все, мы едем обратно. Сегодня такой ветер, я не знаю, хорошо ли меня слышно. Ребята, если не очень, не обижайтесь. Правда, солнце печет, но ветер прям сдувает. Едешь, едешь, и как будто на одном месте. Морешко вам покажу, смотрите, какое оно красивое. Не знаю, камера передает ли так, как оно есть на самом деле. Но сегодня море классное. Ну, котеечки. Видите, как домики везде, все для животных. Поехали вперед. Ребята, вот с этого места я выехала. И мы едем в сторону центра. Здесь сразу кафе есть. Ну, с утра пока никого нет. Сейчас праздники начнутся в Турции. Будут отдыхать. Многие уезжают на праздники к родственникам. В общем так. Но я думаю, вечером здесь очень многолюдно. Кафешечки с двух сторон.
И пироженки выставляют, все, и сладкое, и десерты, и обычная еда. Вот такая набережная. Она уже сделана, я не знаю, в прошлом или позапрошлом году. Видите, дорога такая же, как и в Тедже. Здесь есть кабинки, раздевалки, туалеты. Есть душевые на набережной, очень хорошо. И всю территорию, видите, как огородили лентами, значит, или посеяли траву. Да, посеяли траву. Все озеленяют, все делают для людей очень хорошо. Кто-то уже с утра пришел отдохнуть. Сегодня загорать классно. Получается ветерок и солнышко. Ну, обгореть можно, но ничего страшного. Зато смотрите, какая набережная песчаная большая, да? Народу пока мало. Но я думаю, потом будет побольше. Есть душевые, вот 2 кабинки. А с другой стороны, вот впереди новое кафе. Я не знаю, работает оно или нет. Но, скорее всего, да, открыто. Вот оно, стеклянное кафе. Гюнеш называется. Можно зайти попить кофе, десерт, наверное, скушать. Вот такая набережная. Большая полоса песчаная, где можно полежать, позагорать. Здесь, видите, ограждение, скорее всего, мероприятия какие-то вечерние или для волейбола. Да, скорее всего, да, волейбольная сетка будет натянута и трибуна небольшая. Будут летний волейбол, футбол. Вот такие, видите, ну больше, да, волейбол на пляжный. С другой стороны скамеечки по всей набережной. Под деревьями можно спокойно посидеть. И кафешки. Шезлонги привезли, но пока еще не расставляли. Я думаю, со временем потом их поставят. Ну, все в основном будет на праздники. Вот эти все мероприятия начинаются после праздников. А так мы сейчас едем, ветерок обдувает. Очень хорошо. Набережная, видите, где-то ближе, где-то дальше полоса. Вот так все выглядит. Я остановилась. Здесь такая площадка небольшая есть. Видите, сделана. Можно сидеть, может, какие-то мероприятия небольшие проходят или какая-то выставка. Ну, в общем, очень удобно. Да даже так просто посидеть и посмотреть на море. Это же рядом. Видите, вы сидите и тут же вот море рядом. Сейчас подойду поближе. Здесь, видите, камни. Я не знаю, ну, загорать-то нельзя здесь. Можно чуть дальше, вот там, загорать пляж. Да, здесь, видите, плакат есть. Купаться запрещено. Но какое море сегодня шикарное. Ой, приезжайте отдыхать. Тепло, хорошо, позагораете, покупаетесь. Будет заряд энергии на целый год. Ну, а мы поедем вперед, ребята. Здесь по всей набережной такие же фонари, как и в Тедже. Вечером, когда зажигаются, очень красиво. Знаете, как лебеди. И вот такая прибрежная территория. Да, классно отдыхать. У нас такого нету. Вот так люди живут, отдыхают. Спокойная, размеренная жизнь. В Турции вообще никто никуда не торопится. Ну а сейчас будут праздники. Все люди будут отдыхать. Еду, ветерок обдувает. Ой, одно удовольствие ехать вот по такой дороге. Сегодня проехала по Тедже, вот участок, который сделали небольшой. Ну так приятно, это просто, я не знаю. Вот кто имеет квартиры в районе Тедже, приедет, ну не были, например, вы год, да, приедете, вы не узнаете просто район, не узнаете набережную, как все изменилось, и все изменилось в лучшую сторону. Видите, какой ветер?
А я сегодня очки не одела, еще и кепку. Поэтому, ну, одела обычные очки, от солнца не взяла. Так что вот так. Все, едем вперед. Поверну вам камеру на море. Посмотрите, какое оно чудесное. Я смотрю, убирают территорию. Видите, сначала в кучки сгребли все, а теперь в мешки. И потом приедет трактор, все заберет, весь мусор. Готовятся к сезону. В общем, все хорошо будет. На некоторых участках уже повыставляли зонтики и шезлонги. Это, скорее всего, от Сите территория, она ограждена. Все чистенько, аккуратненько. Подготовили трап для захода в воду. Видите, как? Если вдруг камни есть, чтобы удобно было зайти в воду без проблем. С другой стороны какая-то территория, заброшенные здания. Но огромная территория, смотрю. Здесь сад, но все закрыто. И там тоже дома, но тоже старые дома стоят. По-моему, никто не живет, да, заброшенные. Проедем вперед. Недалеко уже начнется Помпео Полис. Мы зайдем, посмотрим. Я обычно вот здесь выезжала, ну, когда ездила просто так. А сегодня, видите, чуть раньше повернула возле полицейского участка. Здесь виллы. Люди приезжают, у кого есть вилла, те отдыхают. Ну, в основном много иностранцев покупают. Потому что виллы стоят у берега очень дорого. Я не знаю, миллионы миллионов. Впереди отель «Жасмин». Я думаю, и территория есть отдельно на пляже. Просто кусты здесь особо не видно. Да, территория здесь хорошая, песчаный пляж. Проедем вперед. Здесь нужно быть очень аккуратным, потому что выезжают со всех сторон машины. Друзья, хочу сказать, вот смотрите, почти центр города, да, и такие теплицы. Выращивают виноград, скорее всего. Сейчас хочу остановиться, посмотрим, что там растет. Интересно же все-таки, да, что выращивает. Я остановилась, хочу подойти поближе. Смотрю, здесь машина. И зайдем, глянем. Если разрешат, снимем. Ой, помидоры, по-моему, что ли, выбирают. Сейчас подойду поближе. Хочу показать. Смотрите, какие помидоры уже собирают. Большие. Сейчас зайду в теплицу, мне разрешили снять. Посмотрим, что там еще есть. О, как здесь жарко. Помидоры, смотрите, какие высокие. Почти до потолка. Вдоль дорожки пройду, вот так посмотрим. Видите, какие висят. Много зеленых. Ну, спелые собирают. Я смотрю, тут уже все собрали, поэтому видно только зеленые в основном веточки. Но смотрите, какие, да? Вот помидорчики поближе покажу вам. Вот такие. Немного пройду вперед, а здесь рядом еще теплица одна. И я смотрю, женщины убирают виноград. Убираются. Мераба. Калай гельсен. Изюм? Вот они собирают виноград там, срезают, и листья тоже. Меня угостили помидором таким вкусным. С грядкой прям ароматный. Так просто угостили помидором. Это же надо. Ну вот, такие люди в Турции. Всегда что-то делают или где. Всегда, если ты идешь, они пьют чай, всегда предложат чай попить, там посидеть, поговорить. Ну вообще, очень такие люди позитивные, мне нравятся. Немного дальше отошла. Здесь есть проход, можно зайти. Видите, чайник такой турецкий. Пьют чай, когда отдыхают, кушают. И хочу показать. Вот эта труба такая, да, полоса и труба. Когда холодно было, здесь топили, чтобы виноград не замерз. А смотрите, какие уже грозди. Убирают женщины лишние листья, готовят для сармы. И виноград так будет спеть, лишнюю делают обрезку.
Вот смотрите, как здесь красиво и сколько винограда. Просто все усыпано. Вот такая красота. Вот такая красота. М. А что я хочу сказать? Вот в теплицах, да, выращивают виноград. Он уже крупный и большой. А если на улице, просто еще цветут цветочки и только, ну, начали завязываться вот эти мелкие бутончики. А здесь уже виноград, который, я думаю, 2-3 недели и будут продавать. Созреет быстро. Сейчас все подрежут, солнышка будет много. И, в общем, хорошие условия для созревания делают. Перешла на другую сторону. Хочу показать, ребята, вот это вот деревья, видите, такие тоненькие, это гранаты. Смотрите, есть цветы, а есть уже вот такие бутоны. Уже гранаты. И наверху, вот смотрите, какой уже большой гранат. Вот такая красота. Веточки тоненькие, как они выдерживают, а гранаты растут очень большие и много всегда. Мы едем дальше, и впереди вот это колонны, это город Помпео-Полис. Сейчас мы подъедем, посмотрим. Я когда-то выкладывала на канале, но это было очень-очень давно. Сейчас мы посмотрим и все вспомним. Какая здесь красота. Это все история. Первоначальное название Помпеополиса было Соли. И основан он был в 700 году до нашей эры. Город основали колонисты с острова Родос. Ну, вскоре он стал процветающим и портовым городом. После походов Александра Македонского город пришел в упадок, он был разграблен. И рядом, видите, куры живут. И покинут жителями. При поддержке императора Адриана здесь построили грандиозный порт, ставшим одним из крупнейших портов Средиземноморья. Но в 525 году до нашей эры было мощное землетрясение и полностью разрушило город. Его уже не стали восстанавливать. Главная изюминка Помпеополиса – это руины величественной колоннадной улицы, которая вела вдоль городских ворот и в сторону порта. Более 40 мраморных колонн высотой где-то 6-7 метров все еще возвышаются на месте. И они немного сохранились, но некоторые были разрушены. И начиная с 1999 года здесь идут реставрации. Планируется здесь создать такой археопарк. Ну, пока все выглядит вот так. Сейчас я подойду поближе, вам все покажу, что ведутся раскопки, все изучается. Вот такая красота. Если вы доедете до Соли, здесь не так далеко, можно пройти. Это от трассы Д400, спуститься вниз и подойти сюда. Ребята, локацию я обязательно закреплю под видео. Если вы хотите сюда приехать посмотреть, вы будете знать. Сейчас поверну камеру и еще раз посмотрим на всю эту красоту. На данный момент все выглядит так. Я хочу немножечко приподняться над решеткой и вот показать вам. Немного пройдем туда вперед, посмотрим. Видите, колонны лежат разрушенные, их и не собирают, как есть. Как нашли, так и они остались. По краям, видите, также вот видно было, что были там ограждения, где стояли колонны, все. Только остались куски всего этого, этих стен. И дальше там еще есть стены, ну вот колонны такие.
немного, и они идут далеко-далеко туда. А площадь была до конца, вот видите, забор, вот этот зеленый, и это вот практически до всех домов вот этих высоких. Сколько было колонн. История, конечно, вот так немного вам покажу, видно. Нужно приезжать, смотреть, потому что одно дело вы смотрите через камеру, другое дело вы видите своими глазами. Все это очень замечательно. Но если вы захотите прикоснуться к истории, вот здесь видите, немного чуть дальше поставили остатки колонн. Где-то есть поменьше такие куски, где-то побольше, где можно прикоснуться к истории, потрогать все. Вот я сейчас пройду по дорожке. Здесь такая дорожка велосипедная. Есть скамеечки, можно посидеть. Вечером, я думаю, здесь красиво подсветка. Вот это все освещает. И вот такие, видите, колонны. Как делали, все вырезали. Какие инструменты использовали. Это же нужно все было вручную делать. Тогда не было никаких машин электрических, поэтому все люди делали своими руками. Большой труд, очень тяжелый. И вот такие колонны вблизи можно посмотреть. Я сейчас подойду поближе. Вот такая она колонна. И подниму повыше камеру, чтобы вы тоже все рассмотрели. Такую красоту. Их несколько здесь поставили. Можно все посмотреть внимательно. Есть рисунки. Вот смотрите, как все делали. Это все ручная работа. Большой труд. Здесь часто приезжают экскурсии. Все смотрят, рассказывают всю историю. Ну а через дорогу буквально вот несколько метров, смотрите, здесь живут люди. Продают, объявление висит, яйца можно купить. Видите, юморта. Телефончик, все домашнее, натуральное. Они держат хозяйство. Я смотрю, там уточки есть. Слышите? Куры кричат. Такая беседочка. И живут спокойно среди оливок, садов. Небольшой турецкий домик. Красота, да и только. Хочу поднять веты. Вот смотрите, видите, виноградик какой мелкий. Еще вот поближе покажу. Вот такой маленький, который растет на улице. А в теплицах вы видели, какой большой. Ну, а там вот вдали утки. У них специальные загончики есть, клеточки. Вот бегают. Красота, да и только. Немножко постою, посмотрю на уток. Собаки лежат, две собаки. Одна вот там под деревом, а вторая вот где машина. Вот она лежит, видно, да? Лежит, загорает под солнышком. И уточки, и курочки там в клеточке. Все свое хозяйство. Вот там курочки еще. Там. Еще какие-то птицы, как кукушки. Слышите, как-то так. У-у-у. Я не знаю, что за птица. Ой, как классно. Вот смотреть можно и не знаю, часами на это все, да? Спокойная жизнь, живность, хозяйство. Живи, радуйся. Здесь у них такие, видите, сетки натянуты. Немножко пройду. И курочки сидят. Какая-то кукушка или что-то, не знаю, птица. Вот их сколько тут. Петухи. Рядом апельсиновые деревья, лимонные деревья, оливки. Вот сколько деревьев, это оливки. Очень много. Территория большая. Я представляю, сколько это стоит. Это я не знаю.
Огромные деньги, просто сумасшедшие. Такая красота. Живут рядом с историей. А с другой стороны, там есть цветочный магазин, продает растения и цветы в горшках. Вот можно купить, посадить дома. Так что так. Ну а я на своем велосипеде, как всегда, поедем дальше. Хочу пройти сюда на набережную и немножко отойти туда. Это все рядом. Причем здесь платный пляж. Я не знаю, открылся он или нет. Ну, в общем, посмотрим. Сейчас появилось очень много машин такие электрические. То ли мотороллеры крытые, то ли машинки совсем крохотные, прикольные. Перейду дорогу и проедем туда, к набережной, посмотрим. Много машин приехало. Люди просто даже вот так приезжают посмотреть на море с детками. Погуляют немного, а потом идут домой. Но каждый раз всегда приходят на море. Дорога здесь, конечно, не очень, видите, просто щебенка с камнями, ну все, упрессовано и все. И вот Мезетли табличка, куда люди приходят, фотографируются. Сейчас и мы подойдем поближе. Я оставила велосипед. И вот такая табличка Мезетли. Красота. Сюда все приходят. И молодежь, и свадьбы, когда проходят, все идут фотографироваться. Здесь, если заходить в море, то есть плиты. Поэтому, если вы придете купаться, очень аккуратненько. Вот такие, видите, целая гряда плиты. Подойду поближе к морю, сейчас посмотрим, какая водичка. Немного спущусь, здесь песок. Так, я спустилась. Хочу показать, смотрите, какая вода чистая. Здесь таким, как кольцом, идут плиты. Ну, можно пройти дальше и купаться. Есть там еще зона, где можно спокойно зайти. Но водичка чистенькая, чистенькая. Все камушки видно. Как шумит. Вдали, видите, это корабли. Они на рейде стоят, ждут, когда им разрешат в порт зайти. А если присмотреться, то вот здесь, вот я не знаю, видно вам или нет, порт. Кажется, не так далеко. Ну, если ехать на велосипеде, то далековато. Пойдемте обратно. Немножко пройду. Такое сердце красивое, большое. Рыбку ловят, не знаю, есть рыба или нет. Мараба. Балыквар? Генюш? Нету рыбы, говорят. Ну, ловят. Мараба. Ловят рыбу. Здесь еще покажу, видите, как берег немножко подмыло. И камни обрушились. Ну, скамеечки прямо на самом краю. Вот это впереди песчаная полоса, платный пляж. Но что-то я не вижу, шезлонгов нет, наверное, еще закрыт. Я думаю, когда начнутся каникулы у детей, будет открытие сезона. Сейчас попробую проехать, спросить, когда будет открыт пляж или может уже открыт, пока народу нету. И узнаем, сколько в этом году цена. В прошлом году пляж платный был, стоимость 500 лир. Ну, я не знаю, наверное, в этом году все-таки подороже будет. Ну, посмотрим. Сейчас подъеду, спрошу, если там есть охрана, спрошу у них. Вообще на этой площади все время проводятся мероприятия. Вот музыкальные есть и концерты. Здесь ставят большую сцену, охрана приезжает, все, полиция, как всегда. Вот. Потом палатки, все продают. Очень интересно.
Но для Ютуба, конечно, нельзя выставить, когда музыка, он сразу все забанит, поэтому такие мероприятия я не снимаю. Но если бывает вот ярмарки или что-то, где чуть-чуть музыки, еще YouTube разрешает. А бывает так, что даже за капельку буквально несколько слов и блокирует. Видите, люди уже купаются. Водичка теплая, я сама тоже купалась уже и не один раз. Вода хорошая. Все, поеду вот сюда, там, где пост, дежурный сидит, и все узнаю по поводу платного пляжа. Что-то все закрыто, никого нету, я смотрю, вот в этой будочке обычно сидит охрана. Я остановилась, и можно было бы все узнать. Но пока все закрыто, поэтому, ребята, если я все узнаю, я напишу в Телеграм. Кому интересно, заходите, я там скажу, сколько стоит пляж, вот это все, и когда открывается. Ну, а мы поедем дальше. Не будем останавливаться, все равно спрашивать не у кого. Сейчас проеду здесь немножко на дорожку велосипедную. Территория очень красивая здесь. Здесь есть и кафешки, и дискотека вечером. Потом что? Есть мелкий гольф. Можно поиграть в гольф, да. И еще, по-моему, что-то есть. Помимо гамаков, ну, много развлечений. Если уж платите деньги, то отдохнете хорошо. Какой байкер пронесся. Прям тарахтит. Слышите как? Ужас просто. Это дело в Турции любят. Чтоб погреметь, чем громче, тем лучше. Мы едем вперед. Сейчас завернем, посмотрим, что здесь изменилось. Вот, я вижу, небольшие изменения есть на набережной. Поставили тренажеры, новую горку. Здесь этого раньше не было. Были просто беседки и как бы больше ничего. Сейчас, видите, можно заниматься спортом. Все бесплатно, эти тренажеры. Очень хорошо. А с другой стороны, это все кафешки. Какие-то есть рабочие, какие-то вот сателык или киралык. Сателык — это продажа, киралык — аренда. Или то, или то. Ну, много, которые работают. Очень много скамеечек, можно посидеть, подышать вечером. А кто-то, видите, вот мужчина переходит, сейчас берет с собой стульчик и будет сидеть у моря. Вот так повернула. Скамеечка. Сейчас я тоже остановлюсь, попью водичку. Остановилась. Села на скамеечку, велосипед за спиной. Водичку сейчас попью. Без воды нельзя в дорогу ехать обязательно. Когда солнышко подпекает, нужно обязательно брать. А я сегодня еще кепку не одела, поэтому голову печет, нужно пить обязательно воду. Ой, хорошо, сразу легче становится. Сижу вот прям рядышком, сейчас камеру поверну. Сижу вот скамеечка, да, и рядышком море. Можно ноги даже вот на такой поребрик сюда положить. Поставить все и спокойно наслаждаться такой красотой. Ой, как классно. Ветерок дует. И вообще морской воздух очень полезный, вы же знаете, да? Обязательно нужно дышать. Это йод. Это для организма очень полезно. А вот это порт. Вот я не знаю, видно вам, нет? Ну, такой, краны видно. И считай начало центра. Но мы далеко туда не будем ехать. Я еще проеду вот до моста. И на этом закончим нашу сегодняшнюю поездку. А уже на набережную, самую красивую Мерсина, мы поедем в следующий раз. Я возьму с собой чай, возьму покушать. Мы отдохнем там, полежим на травке. Посмотрим на море. Погуляем по набережной. Я думаю, вам будет интересно. Ну, а сейчас посижу немножко, отдохну. Посмотрите на море.
Не все же на меня смотреть. Ой, какая красота, Господи. Как мне все-таки нравится здесь. Я не жалею ни в коей мере, что я сюда приехала. Как бы не было тяжело, сейчас, конечно, цены поднялись на все, дорого стало, но все равно море, оно перебивает все. Ребята, вы часто спрашиваете меня про Тамюк, Карпач, все это. Особенно если в Тамюке, там квартиры, говорят, что ключи должны давать. По-моему, в стройке Маршал, что ли. Ну, обещают. Или в Рио, ну, не знаю. В общем, я хочу проехать на этой неделе обязательно, все сниму. Но какое видео первым выйдет, я не знаю. Вот это сегодняшнее или уже та стройка. Посмотрим. Что будет более важное, тогда и выпустим вперед. Потому что, как вы знаете, я всегда видео снимаю с небольшим запасом. Почему? Потому что бывает и погода, не всегда можно выехать и посмотреть. И житейские обстоятельства тоже. Нужно и дома что-то делать, и куда-то еду. И, как вы знаете, как у любого человека, жизнь есть, не только снятие ютуба, но много домашних дел, которые нужно делать. Поэтому так, но я всегда все стараюсь записывать, снимать. Еще проведем стрим. Если вам что-то интересно или нужно быстрее узнать, вы можете зайти на мой телеграм-канал. Там я быстрее все отвечу и как бы быстрее на связи будем. Поэтому не стесняйтесь, заходите. Я думаю, вам это будет интересно. Ну, по крайней мере, какую-то информацию, которую нужно узнать быстро, вы всегда узнаете. Все, сейчас посижу еще пару минут и поедем дальше. Я еду не очень быстро, потихонечку. Показываю вам, какие кафе здесь. Здесь и мороженое можно поесть, и обычную еду заказать, турецкую. Ну, тантуни, там еще салаты какие-нибудь. Может, макароны, как они обычно делают, с курицей. Это нужно уже смотреть по меню. Кто-то рыбу готовит, где-то есть кафешки, которые мангал. Вот видите, труба сверху, да? Мангал. Все там жарят на мангале. Очень вкусная еда. Когда приготовлена, она свеженькая. Все очень хорошо и вкусно. Вот такая дорога. Здесь, видите, полдороги идет для автомашин. И небольшая такая дорожка для велосипедов. Поэтому я чувствую себя спокойно. Но она, к сожалению, не везде. Вот если из Теджи еду, я в основном всю дорогу до Соли еду по трассе. Показываем, какие кафе. Музыка играет. Ну, музыка нам не нужна, потому что часто YouTube банит эти видео. А кто-то живет, видите, небольшой дом, как вилла, живет прям в центре города, на берегу моря. Впереди там небольшой пляж, но народу пока немного. Сегодня будний день, но с завтрашнего дня начинаются в Турции праздники. Поэтому видео может выйти немного с опозданием. Ребята, не обижайтесь. Как я и говорила, день в день или на следующий я выкладываю, которые неотложные видео, которые вот нужно в тот момент выкладывать. Ну, а которые познавательные или там про набережную, если там несколько дней будет задержки, я думаю, это не так смертельно, да? Ну, во-первых, нужно и монтировать в то же время, поэтому не обижайтесь. Вот здесь небольшой пляжик, где люди приходят, загорают, но сейчас никого нету. Здесь есть и туалеты, душевая кабина, она там впереди. Сейчас небольшой пригорок будет, я подпрыгну, видите, на велосипеде дорожка. Оп, немножко уже на тротуар переехала. Здесь парк небольшой.
проедем. Ну вот здесь, видите, можно ноги помыть, кабина душевая, и проедем сюда до памятника. Там такой памятник интересный. Дорожка выложена такими камнями, видите, плитка, и немножко подпрыгивает. Сейчас я остановлюсь. Такой памятник здесь интересный, выточен из камня. Видите, силуэт лица. Все вот так выглядит. А помните, я говорила, вот этот мост и посередине вот стойка, она немножко покосилась. Это когда была сель. Вот ее, видите, как немного разрушила. Она не соприкасается с мостом, поэтому мост висит в воздухе. Ну, не знаю, самое главное, чтобы он не обрушился со временем. Ну, там такие тросы натянутые, поэтому они пока держат мост. И если переехать, это уже набережная Мерсина. Вот здесь табличка Мерсин. Ну, такой турецкий флаг. Я немного приблизила. Вот здесь табличка Мерсин. Видите, написано. Но это мы поедем уже в следующий раз на эту шикарную набережную. Погуляем, попьем чай, покушаем. В общем, будет весело. Но это в следующем видео. Я присела на скамеечку. Показываю вам, видите, как ветерок сегодня прям шикарный. Ребята, на этом наша прогулка подошла к концу. Кому понравилось видео, напишите обязательно комментарий, поделитесь с друзьями, поставьте лайк. И еще большая просьба, не забывайте заходить на мой второй канал, кулинарный. Называется он «Вкусно с Верой». Я вас приглашаю. Я готовлю простые, но вкусные блюда. Ссылочка на мой продуктовый канал будет где-то здесь внизу закреплена под этим видео, так что приходите, не стесняйтесь. Будем делиться рецептами, пишите свои рецепты, я постараюсь приготовить ваши вкусные блюда, которые самые любимые у вас. Так что делитесь, не жадничайте. Вот, сижу и балдею на солнце, да. Балдеть, конечно, хорошо, но еще ехать обратно, и ехать прилично. Ну ничего, я доеду. Велосипед электро у меня, как вы знаете, он молодец у меня, надо ему как-то имя дать. Посоветуйте, как мне моего коня назвать, который помогает ездить и снимать такие видео. Ну а на сегодня, друзья, всем пока-пока. Я вас люблю и жду на канале. Мы еще много чего не сняли, но обязательно снимем. И знаете, я, как всегда, вас возьму с собой и поделюсь. Всем тем, что вижу, я всегда делюсь. Ну а на сегодня все, друзья. Всем пока-пока.